мир становится все более нестабильным. Мы видим разрозненность, несправедливость и хаос. Как будто что-то нарастает. Что-то неуловимое, но мощное. Atroces contra civiles en Israel. В исламских пророчествах говорится о человеке, который изменит ход истории. Его зовут Аль-Махди. Вопрос в том, кто он и что его приход значит для нас. Аль-Махди, как сказано в Сахих Муслим, он явится. Имам Аль-Махди – это человек из потомков пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чье имя будет таким же, как имя самого пророка. Как сказано в хадисах, его будут звать Мухаммад ибн Абдуллах. Его приход – один из главных знаков конца времен. «И мир не уйдет и не исчезнет, пока арабами не овладеет человек из моих потомков, и его имя будет совпадать с моим именем». Его правление продлится 7 лет, но эти годы будут наполнены чудесами. Время, когда несправедливость уступит место правде, а мир наполнится благодатью. Представьте себе, огромные урожаи, обильные дожди и так много богатств, что люди не будут знать, что с ними делать. И он проживет 7 или 8 хаджей. Когда Аль-Махди придет, это не останется незамеченным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал точное описание его внешности. У него будет широкий лоб и длинный тонкий нос с горбинкой. Его появление предсказано, и это станет важным моментом для всего человечества. Аль-Махди из моих потомков. Его лоб будет широким, а нос прямым и тонким с небольшой горбинкой. И он наполнит землю справедливостью и честностью, подобно тому, как мир до этого погряз во зле и несправедливости. Но что делает это пророчество еще более захватывающим, так это то, как быстро Аль-Махди изменит мир. В хадисе говорится, что его наставление завершится за одну ночь. Это не будет постепенное восхождение к власти. Это внезапное вмешательство Всевышнего Аллаха. Аллах наставит его за ночь. Но в наши дни вокруг имени Аль-Махди много слухов, постоянные спекуляции, теории и предположения. Люди ждут. Но как не обмануться? Как понять, когда наступит момент истины? Важно понять, что хадисы дают четкие знаки. Это не будет спонтанное событие. Приход Аль-Махди будет сопровождаться конкретными знаками. И ни один ложный претендент не сможет их подделать. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он заполнит землю справедливостью и благом, подобно тому, как мир до этого пребывал во зле и притеснении. И он заполнит землю справедливостью и честностью, подобно тому, как мир до этого пребывал во зле и несправедливости. Но прежде чем наступит это благодатное время, мир окажется на грани разрушения. Несмотря на большое число мусульман, их силы будут ослаблены, и они потеряют власть. Количество мусульман не будет давать им ни силу, ни победу над врагами. Мусульмане будут повержены и разбиты, несмотря на то, что их будет много. Однако именно в этот момент, когда мир будет на грани полного распада, появится Аль-Махди. Его приход станет переломным для всего человечества. Он принесет с собой справедливость и порядок, который так долго ждали. Он будет послан при смуте между людьми и разногласиях и наполнит мир справедливостью и благом, подобно тому, как мир до этого пребывал во зле и притеснении. И им будут довольны обитатели небес и земли. Вопрос, который задает каждый: когда это случится? Но этот ответ известен только Всевышнему Аллаху. Признаки уже начинают проявляться, но точного времени мы не узнаем. Мы можем лишь наблюдать и быть готовыми. И мир не уйдет и не исчезнет, пока арабами не овладеет человек из моих потомков, и его имя будет совпадать с моим именем. Мы можем спорить, гадать, строить теории, но истина остается неизменной. Пророчества не ошибаются. И когда настанет время, Аль-Махди изменит мир, как это и было предсказано.